Друзья, хочу вам показать и рассказать, как вышить вот такую романтическую брошь. У меня есть красивая основа под брошь, заказанная на AliExpress. Примечательно, что носить ее можно не только как брошь, но и как кулон, благодаря петельке довольно широкой, чтобы влезла цепочка. Я беру белый лен, и мне необходимо перенести на него контур овала. В этом мне поможет маркер, который смывается водой. Я плотно закрашиваю маркером выступающую окантовку на основе для броши. Прорисовываю плотно, чтобы был виден отпечаток. Прикладываю основу к ткани, плотно прижимаю. Получается точный отпечаток области, которую необходимо будет вышить. Теперь я рисую чешуйки, чтобы вышивка имитировала русалочью чешую. Я не стараюсь придерживаться геометрической точности, пусть чешуйки будут хаотичными и небрежными. Беру нитки Анкор, белые и серебристые, так как брошь я хочу вышить, чтобы носить ее с белой блузой, с серебристыми пуговицами. Рядочек белых чешуек, рядок серебристых, рядок белых, серебристых. Заправляю ткань в пяльца. Хорошенько натягиваю. Первый ряд вышиваю белыми нитками. Отрезаю необходимую длину, вытягиваю ниточку и складываю оба ее конца вместе. Затягиваю в ушко иглы. На конце получается вот такая петелечка. Вкалываю иглу, протягиваю наизнанку, вытягиваю на лицо и протягиваю в петельку. Таким образом я закрепляю нитку. И не нужно делать узелок на конце. Вышиваю гладевыми стежками, стараюсь вкалывать точно в намеченный контур. Ничего сложного, обычные декоративные гладевые стежки. Хорошо, что ткань белая, не просвечивает народный цвет сквозь вышивку. Вот уже и готов первый рядок. Пришло время закрепить нитку. Для этого я протяну ее на изнанке под стежками. Вот так. А кончик отрежу. А теперь рядок с серебристыми нитками.
Заправляю так же, как и белые, с петелькой. Очень удобно. Металлизированные нитки способны украсить любую вышивку. Мне очень нравится, как они смотрятся. Но мне не очень нравится вышивать ими. Я не из тех вышивальщиц, которые постигли тайну, как виртуозно приручить этот материал. Металлизированная нить часто путается, капризничает. Бывает, что я делаю несколько стежков, а нить уже похожа на посеченный волос. Я просто набираюсь терпения, так как результат стоит всех усилий. Для разнообразия вышью одну чешуйку золотой ниткой на удачу. И заодно добавлю золото в серебристые чешуйки. На мой взгляд, так будет интереснее. На мой взгляд, не хватает золотого контура. Вот так. Его можно сделать швом назад иголку. Обычный общий вид вышивки выходит аккуратнее с контуром. Также я уже прошлась золотой ниткой по контуру каждой чешуйки. Вот что получилось. С вышивкой закончили, теперь нужно постирать в теплой водичке, чтобы смылся маркер. В качестве жесткой подкладки для вышивки я использую пластик. Сказать честно, вырезала его из блокнота. Переношу на него овал основы таким же образом, как и на ткань в начале видео. Вырезаю.
Для объема возьму ватный диск, его половинки будет достаточно, и приклею к пластику. Отрезаю лишнее. После стирки ткань с вышивкой мятая, поэтому глажу ее. После проглаживания, как правило, вышивка смотрится как-то солиднее. Стежки гладенькие, красивые, а металлизированные нитки еще сильнее сверкают. Вырезаю вышивку с припуском не менее 1 сантиметра. Подкладываю пластик на изнанку вышивки. Моя цель как бы обтянуть вышивкой и припуском этот пластик. Для этого я собираю припуск на нитку, стягиваю его. Но этого недостаточно. Я сшиваю, стягиваю на изнанке припуск как можно крепче. И когда уже нигде не торчит припуск, и вышивка хорошо натянута на овальном пластике, тогда я останавливаюсь. Перед тем, как вклеить в основу, проглажу вышивку, а то слишком толстенькое все получилось. Вот, другое дело. Осталось вклеить вышивку в основу. Придавить, и все готово. Благодарю за просмотр.